коллеги, мы с вами сегодня обсудим несколько вопросов. И я бы хотел начать с некоторых проблем, которые прозвучали в ходе прямой линии. Имею в виду перечисление средств, пострадавшие регионы, доведение их до получателей, до граждан прежде всего. Это и те районы, которые пострадали из-за паводков и из-за пожаров. Вы слышали, что есть определенные нарекания со стороны граждан, и справедливые. Деньги-то не дошли или не везде дошли. Поэтому нужно внимательно к этому отнестись. Я попрошу сейчас министра МЧС доложить, как там реально складывается обстановка на местах. Потом поговорим с вами о предложениях по возможной дальнейшей эксплуатации жилых домов и иных объектов капитального строительства, расположенных в охранных зонах нефтепроводов и газопроводов. Понимаю, что тема чувствительная и для наших организаций сетевых, и для граждан. Нужно найти решение. Потом по обеспечению защиты прав граждан и участников долевого строительства, определение правового статуса самозанятых граждан и, наконец, закрепление за российскими судами приоритетного права на оказание услуг по транспортировке и хранению углеводородного сырья, добываемого на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Давайте начнем с первого вопроса, который я обозначил, а именно с доведения до граждан средств, направленных на выделяемых государством в рамках закона на поддержку пострадавших. И еще раз хочу напомнить, и федеральные органы власти, и региональные должны держать это под строгим постоянным контролем. Речь идет и о выплате соответствующих денежных компенсаций за утраченное имущество частично, либо полностью, и о восстановлении жилого фонда. Пожалуйста, Владимир Андреевич, начинайте. Товарищ президент Российской Федерации, уважаемые коллеги, в соответствии с вашими указаниями РСЧС продолжает наращивать потенциал по ликвидации чрезвычайных ситуаций, улучшается деятельность органов управления и сил на местах. Вместе с тем имеется ряд проблемных вопросов по оформлению всех необходимых документов по получению материальной помощи. Благодаря предпринятым мерам МЧС России и Минфина средства из резервного фонда правительства Российской Федерации, если еще буквально 2-3 года назад они выделялись в течение 3-6 месяцев, то сегодня мы довели контрольные сроки принятия решения правительством Российской Федерации до 10 дней и продолжаем наращивать этот потенциал. В соответствии с вашими указаниями в Ставропольском крае мы предприняли дополнительные усилия. Сегодня работают все оперативные группы федеральных структур. Работают подразделения Сбербанка, перешли на 7-дневный рабочий график и круглосуточно и выполняет весь комплекс мероприятий. Из 17 тысяч пострадавших 12 тысяч человек уже получили материальную помощь и из федерального бюджета, и из бюджета Ставропольского края. На месте продолжают работать 24 комплекса городка жизнеобеспечения, где на месте оказывается необходимая помощь и поддержка людям, в том числе работают юридические службы, специалисты всех структур по оказанию поддержки людям для оформления документов и принятия судебных решений для признания людей пострадавшими. И мы наращиваем усилия федерального центра, служб Ставропольского края для дальнейшего улучшения работы в этой сфере. Вместе с тем, с учетом опыта нашей работы, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, я предлагаю возложить на МЧС России дополнительную функцию по усилению контроля за деятельностью органов местного самоуправления и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по подготовке всех необходимых документов, уточнению списков пострадавших в зонах чрезвычайных ситуаций, полномасштабного доведения всей необходимой помощи, обеспечения жильем, восстановления социальной инфраструктуры и решения других задач. Доклад закончил. Благодарю за внимание. Я не против, надо посмотреть, только с юристами проговорить это, но думаю, в рамках
ваших полномочий, связанных с преодолением последствий чрезвычайных ситуаций, наверное, это можно сделать. Во всяком случае, это нужно дисциплинировать. Что касается отдельных субъектов, то я знаю, что деньги туда поступили в день прямой линии, но на счетах-то деньги были, там в том же Ставропольском крае до 6 миллиардов, по-моему, на счетах было. И могли бы, зная, что перевод обеспечен 100%, могли бы и начать эту работу своевременно. Но и МЧС, конечно, должно внимательно наблюдать за тем, что происходит, но и ваша структура должна оперативно работать по определению объемов ущерба. Мы с вами знаем, что без соответствующих результатов работы комиссий решения окончательно не принимаются, поэтому здесь нужно делать как можно быстрее, не затягивать. Хорошо? Да. Антон Германович, у вас какие комментарии следующие? Значит, перечисление средств пострадавшим гражданам у нас осуществляется и контролируется непосредственно Министерством финансов и Федеральным казначейством. Казначейству даны необходимые поручения о том, чтобы эти решения и деньги, которые предусмотрены для выплаты гражданам, перечислялись незамедлительно, в тот же день и в ту же минуту, что называется, как только будет принято соответствующее решение и определены перечни граждан, которые нуждаются в помощи. Поэтому этот вопрос находится в Минфине на особом контроле, и перечисления осуществляются незамедлительно после принятия всех необходимых решений. Ну, незамедлительно это не получается, где же незамедлительно? Если вот в день только проведения мероприятия, вот это прямой линии, перечисленные деньги, значит незамедлительно. Я вас прошу внимательно к этому отнестись. Вот. Значит, теперь по поводу вот этих свалок, упорядочения содержания полигонов ТБО. Вы видели тоже, насколько, ну, собственно, что видели, вы и так знаете, насколько серьезна эта проблема. Только я хочу понять, кто же все-таки давал разрешение на строительство там, вот в той же Московской области? Сергей Ефимович, есть у вас эта информация? Это нельзя сказать, что люди самозахватом там землю заняли и самостоятельно в нарушение каких-то норм там что-то построить. Это же многоквартирные дома, правильно? Многоэтажные. Да, Владимир Иванович, ну, просто уточню, просто Минприрода не занимается, но мы как раз сейчас вот в части всей свалки ТБО поднимали все вопросы и уточнили следующее. Установлена санэпидемзона к этой свалке, она составляет 500 метров, была установлена в 2003 году. И строительство этих домов как раз проходило за этой санэпидемзоной. То есть, в принципе, нарушений не было. На данный момент мы разговаривали с руководителем Роспотребнадзора еще с точки зрения уточнения и оценки тех рисков, которые по этой свалке существуют. Но по их уверениям, что строительство этих домов, которое было согласовано несколько лет назад, оно не нарушало все эти нормы. Поэтому вот на сегодняшний день по законодательству именно такая ситуация. Но норма не нарушила, жить невозможно. Да, мы, исходя из этого, договорились еще о следующих действиях. Ну, во-первых, что касается свалки Кучина, как ее называют, мы договорились с губернатором, что они принимают решение о закрытии свалки с 2019 года, но с учетом строительства новых объектов, потому что это очень важно, с точки зрения того, что очень большой объем, конечно, нагрузки, которые поступают из московского региона, из Москвы в Московскую область, и, соответственно, необходимо будет строить новые полигоны, чтобы размещать все эти отходы. Но до того, как будет закрыта эта свалка, этот полигон, было дано поручение, чтобы они начали уже строить необходимую инфраструктуру, которая снизит объемы или вообще ликвидирует объемы выбросов биогаза и фильтрата. То есть там еще необходимо будет провести определенные работы для того, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. И эти объемы потом будут, и эти работы потом будут учтены при рекультивации свалок. Но в целом проблема на самом деле достаточно серьезная. Я хотел бы в целом сказать, по всей стране у нас существует более 4000 свалок.
санкционированных. При этом несанкционированных полигонов за 4 года выявлено более 200 тысяч. 70% их ликвидировано. Осталось 57 тысяч полигонов. Вместе с тем мы понимаем, что проблема требует системного решения. Принят закон в 2014 году, который создает условия для формирования новой системы переработки отходов. 458-й? Да. Ключевые позиции, которые необходимо в ближайшее время решать, это подготовка утверждения терсхем, назначение региональных операторов, определение соответствующих тарифов и принятие регионами инвестпрограмм. На сегодня территориальных схем утверждено 83 субъекта, 7 регионов выбрало уже региональных операторов. Ну, и несмотря на то, что старт работы дан с 1 января 2019 года, когда все регионы должны будут перейти на новую систему, 27 регионов подтвердило тому, что в 2017 году они готовы начать работу на новой системе. Они уже будут выбирать региональных операторов во втором полугодии этого года и сформируют на их основе инвестиционные программы, как раз, в которых будут учтены мероприятия по ликвидации полигонов и, соответственно, строительство новой инфраструктуры. Вторая инновация закона – это обязанность производителей и импортеров либо самостоятельно утилизировать товары после утраты ими потребительских свойств, либо платить за это государству экологический сбор. Я здесь хотел бы подчеркнуть, что экологический сбор в первую очередь это не фискальный инструмент, а стимул для предприятий перерабатывать отходы. На сегодняшний момент эта норма вступила в силу. В первом квартале начали выплачивать экологический сбор, собрали 1,5 миллиарда рублей, которые мы собираемся направить субсидиям как раз пионерным регионам. Но вместе с тем регионы указывают на дефицит инвестиций. Мы считаем, необходимо изменить все-таки подходы к расчету экологического сбора. В первую очередь это связано с тем, что в 2015 году было принято решение установить минимальный уровень утилизации товаров. Ну, на тот момент экономически это было приемлемо. Но на сегодняшний день, с учетом того, что необходимы инвестиции в строительство инфраструктуры, ликвидацию тех же самых полигонов, все-таки предлагаем дать поручение правительству проработать вопрос, связанный с расширением перечня товаров, которые можно было бы утилизировать, и увеличение уровня утилизации, так, чтобы это с минимального уровня дошло до уровня, который был бы сейчас приемлем. Тем самым можно, в принципе, собирать до 30 миллиардов рублей и направлять регионам для вот как раз проведения всех необходимых работ. Плюс ко всему, правительством на сегодняшний день утвержден приоритетный проект «Чистая страна», в рамках которого уже ведется работа по ликвидации свалок и полигонов. Речь идет о 15 свалок и полигонов в 11 регионах страны. Сумма, которая будет затрачена до 2019 года, это более 5 миллиардов рублей. Ну и тоже важный момент, который хотел бы тоже обозначить, это мы понимаем, что рекультивация свалок – это достаточно сложная сейчас проблема. В отдельных случаях иногда и собственников невозможно найти, и получается, все взваливается на плечи государства. Тоже у нас есть предложение все-таки подготовить экономический механизм, который бы гарантировал ликвидацию свалок, полигонов по итогам их работы, то есть чтобы был своего рода такой якорь, чтобы никто не убежал, не было банкротств, и, соответственно, все бы полигоны свалки ликвидировались. В мире существует такая практика создания ликвидационных фондов для таких объектов. Соответственно, если можно, поручить правительству, чтобы поработали как раз этот вариант тоже. И еще одна тема, на которой бы хотели бы остановиться, это отходы 1-2 класса, по которым мы считаем тоже необходимо повысить эффективность работы. Это самые опасные отходы. И в мире очень часто используется механизм, при котором создаются соответствующие структуры, государственные структуры, которые занимаются отходами как раз 1-2 класса. Тоже у нас есть предложение поручить нам проработать этот вопрос. По аналогии, например, с Росатомом, который, как государственная структура, занимается радиоактивными отходами, тоже высокоопасными. Ну, мы сейчас, вот, например, провели переговоры с заводами, которые раньше занимались ликвидацией химического оружия. В принципе, можно было бы их привлечь к этой работе. То есть это как раз тоже большой объем работы, и мы могли бы, так сказать,
скажем, модернизировав эти заводы, как раз их направить на то, что они будут заниматься отходами первого-второго класса. Ну, спасибо за внимание. Вам спасибо за то, что вы это все рассказали. Это очень интересно и важно, без всяких сомнений. Это большая работа, а проблема нарастала десятилетиями. Еще с советских времен там некоторые свалки создавались. Это все понятно. Это требует большой системной работы, к сожалению, для нас. Значит, вы сказали, что нельзя найти собственников. Но мы в этом и виноваты. Как же мы так выстраивали работу, что даже собственников найти не можем? Но из того, что вы рассказали, я мало что понял. Я, как вот представитель тех людей, которые задавали вопросы мне, как жить в таких условиях. Вы вот мне, как представителю этих людей, которые живут рядом с этой помойкой, скажите, когда будет закрыта эта свалка, которая жить не дает им и их детям? Когда она будет закрыта и что это будет такое, как это будет происходить? Вот конкретно. Губернатор обещал эту свалку закрыть в 2019 году. Перед этим в 2017 году они уже начнут проектирование рекультивации этой свалки. И в 2018 году начнут предварительные уже работы по установке, для технологии по рекультивации свалки требует и установки систем по отводу биогаза и установки очистных для фильтрации, они планируют уже в этом году сделать. Подожди, вот скажите мне, пожалуйста, вот что конкретно нужно будет сделать с этой свалкой? Она будет ликвидирована? Что с ней будет происходить? Я просто хочу для себя понять. К 2019 году будет изъята лицензия. По срокам мы сейчас поговорим. Что конкретно сделано должно быть? Первое. Должны быть проведены все предварительные оценки состояния этой свалки. Сейчас это все идет. Плюс ко всему, к 2019 году... Опять в 2019 год. Я хочу не сроки, я хочу понять, что сделано. Оценки должны быть проведены. Оценки чего? Состояние, ну, во-первых, геология этой свалки, плюс ко всему состояние свалки с точки зрения состава, так сказать, тех отходов, которые есть, хорошо. Это будет необходимо для проектирования. Так, дальше, следующий шаг какой? Следующий шаг. Будет подготовлен проект, который будет использован как раз для рекультивации. Он, в свою очередь, пройдет экологическую экспертизу. После этого губернатор должен обратиться в правительство, в том числе о включении этой свалки в реестр прошлого ущерба, то есть ликвидация прошлого ущерба, и после этого будет начата уже ликвидация 2019 года. Ликвидация свалки. Да. А что, до 2019 года туда все будут мусор свозить? Владимир Владимирович, ну, эта свалка, она на самом деле не входила в список полигонов, который должен был ликвидироваться. Ну, не важно, входила, не входила. Я спрашиваю другое. До этого времени будут туда возить мусор? Ну, на данный момент не принято решение окончательного закрытия вот сегодняшнего дня. Просто предварительно надо было провести все необходимые работы. Значит, вот послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку. Значит, документы, которые должны быть подготовлены, я не хочу заниматься здесь вещами, которые невозможны к исполнению, должны быть подготовлены в самые короткие сроки. Я имею в виду вот эту экспертизу, геологию, там, состав вот этого мусора и так далее. Ну, я не знаю, за какое время самое короткое можно сделать, но через месяц я спрошу, что сделано. И с вас, и с Воробьева. Третье. Вы сказали, что он должен написать заявку на то, чтобы получить соответствующие средства на это. Да. Считайте, что он написал. К концу дня она точно будет. Это заявка. И у нас есть 5,4 миллиарда, которые мы выделили из федерального бюджета на эти цели. Еще 1,5 миллиарда уже собрали в качестве сборов экологических. Вот это уже 7 миллиардов рублей почти что. Поэтому вот используйте эти деньги, если нужно, попросим Минфин, или можно даже из резервного фонда правительства, из моего резервного фонда выделить какие-то деньги. Они у нас есть там. И отфинансировать начало работы. И самым оперативным образом нужно решать вопрос о том,
что отходы будут складироваться где-то в другом месте, вдали от мест проживания, постоянного проживания людей. Я хочу, чтобы администрация зафиксировала это сегодня, да, в качестве поручения. Дмитрий Анатольевич, вас прошу взять под контроль это и довести до конца. Значит, запомнили, что я сказал? Да, Владимир Ильич. Хорошо. Теперь по поводу реконструкции региональной сети железных дорог, дорожной сети. Вопрос мы обсуждали неоднократно с Минфином по поводу отчислений из акцизов, которые были повышены некоторое время назад. Давайте Соколов начнет, а Силуанов потом прокомментирует. Пожалуйста. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Сегодня, по данным Росстата, дорожная сеть Российской Федерации составляет около 1,5 миллиона километров. Из них порядка 500 тысяч километров – это дороги регионального значения, а около 930 тысяч километров – дороги местного и муниципального значения. При этом соответствие нормативам, нормативному качеству по региональным дорогам, по данным Росстата, это лишь 41,5% от всей протяженности, а по региональным, по муниципальным дорогам и местным дорогам менее 40%. Это происходит по многим причинам, но в том числе потому, что региональные дорожные фонды получают недостаточно средств для того, чтобы обеспечивать нормативное содержание дорог. Только лишь на примерно 15-16% от существующих региональных нормативов, они везде разные, но в том числе во многом соответствуют федеральным стандартам. Только лишь на 15-16% идет наполняемость дорожных фондов региональных, которые в дальнейшем, эти средства передаются на содержание и приведение, ремонт и капитальный ремонт, приведение нормативного состояния дорог. Более того, у нас были приняты решения об увеличении акцизов в рамках предыдущих лет, но при этом эти акцизы не поступают, дополнительные акцизы не поступают в основной массе в региональные дорожные фонды. И если ранее пропорция между федеральным бюджетом и региональными дорожными фондами была 88 на 12, 12 поступало в федеральный бюджет, то в итоге изменений действующего законодательства, бюджетного кодекса, сейчас только лишь 61% поступает из собранных акцизов в региональные дорожные фонды. В 2018 году планируется еще даже меньше, 57,5%, а в 2019 году около 60%. И, конечно же, по нашему убеждению, эти средства, которые в полном объеме должны от собранных акцизов направляться в региональные дорожные фонды, должны коренным образом исправить ситуацию с содержанием региональных и муниципальных дорог. В этом году это примерно могло бы быть 110 миллиардов, а в следующем, если довести до соответствующей планки, которая была до этого, это 160 миллиардов, а если до 100% зачисления всех собираемых акцизов в региональные дорожные фонды, это дополнительно бы дало им 225 миллиардов, то есть практически треть от существующего объема. И эти средства, направляемые на ремонт и восстановление и реконструкцию дорог, конечно бы исправили ситуацию с региональными дорожными фондами. Хотя надо отметить, что и сами субъекты, руководители субъектов не в полном объеме собираемые акцизы направляют в свои субъектовые дорожные фонды. Вот по данным казначейства, так, например, Саратовская область регулярно выводит около 6 миллиардов рублей из своего дорожного фонда, это более половины. Калмыкия практически полностью замещает федеральными трансфертами собираемые у себя акцизы. То же самое относится к Тверской области, Краснодарскому краю, Ставропольскому краю. И, конечно, здесь дополнительно надо поднимать еще и дисциплину самих субъектов. Соответствующие поправки в законодательство были приняты в прошлом году, и правительство жестко следит за тем, чтобы эти обязательства субъектов по наполнению своих дорожных фондов исполнялись бы в полном объеме. Вот основные причины и наши предложения, которые бы могли в ближайшие годы исправить ситуацию с нормативным содержанием региональных и местных муниципальных дорог. Спасибо. А стоимость там километра у вас проверяется как-то, да? Да, я как раз сказал о сметных нормативах, и здесь федеральное правительство приняло решение о
нормативах содержания федеральных дорог совсем недавно мы внесли соответствующие поправки в базовое постановление, сократив, оптимизировав таким образом объемы. И мы считаем, что субъектам надо в том числе ориентироваться на этот федеральный подход. Некоторые уже привели свои нормативные документы в соответствии с федеральными требованиями, некоторые еще нет. И на первом этапе, конечно, было бы целесообразно, исходя из бюджетной обеспеченности, такие документы субъектам принять. Мы считаем, что это можно сделать в рамках текущего или максимум следующего года. Ну а в дальнейшем уже с учетом бюджетных решений обеспечить так же, как и на федеральном уровне по содержанию федеральных дорог, 100% направление средств из регионального дорожного фонда на ремонт и соответствующее содержание региональных и местных дорог. Антон Геннадьевич, пожалуйста. Владимир Ильич, действительно, у нас последние годы, особенно в период, когда объем доходов федерального бюджета сократился, мы приняли решение о повышении акцизов, значит, которые пошли в федеральный бюджет и стали направляться на общефедеральные цели. Кстати говоря, за счет этих акцизов мы помогаем субъектам Российской Федерации частично реализовывать такие общефедеральные дорожные проекты. Действительно, это около 200 миллиардов рублей. Поэтому простая передача этого доходного источника из федерального бюджета в регионы здесь может вызвать проблемы с нашими, так сказать, обязательствами. Поэтому какие есть соображения? Мы сейчас готовим предложение по налоговым изменениям и думаю, что в рамках предложений по совершенствованию налоговой системы мы могли бы отрегулировать этот вопрос, передав в конечном счете акцизы, значит, зачисления их в полном объеме в региональные бюджеты, но и не ущемив интересы федерального бюджета, потому что у нас тоже перед нами стоят существенные задачи не только по федеральным дорогам, а на федеральные дороги у нас тратится, значит, средств меньше, чем в регионах. У нас за счет средств федерального бюджета мы где-то около 660 миллиардов рублей тратим в рамках федерального дорожного фонда, а регионы порядка 740. Вот. Поэтому вопрос понятен. Конечно, нам тоже хотелось бы, так сказать, выполнить задачу о том, чтобы все акцизы на нефтепродукты передавались в региональные дорожные фонды, но здесь нужно, конечно, учитывать интересы бюджета. И через предложения по изменению налоговой системы мы такие предложения подготовим. Значит, мы когда принимали решения по этим акцизам, исходили из того, что они в основном будут поступать как раз в регионы, насколько я помню, да? Как там первоначально вопрос ставился, Максим Юрьевич? Да, изначально так и предполагалось, и действительно при принятии этого решения была определенная пропорция распределения между федеральным бюджетом, даже не федеральным дорожным фондом, а федеральным бюджетом, и, соответственно, региональными дорожными фондами. И эта пропорция соблюдалась, она была 88% от объема собираемых средств направлялись в региональный бюджет и 12% в федеральный бюджет в целом. Но вот 2 года назад были приняты решения, которые в прошлом году они дополнительно по увеличению акцизов, в целом были акцизы по разным классам бензинов и дизельного топлива увеличены на 4 рубля, но из этих 4 рублей, если говорить грубо, только 1 рубль попал в региональные дорожные фонды. И в связи с этим была изменена эта пропорция, и мы вышли сегодня на те показатели, которые я сказал, примерно 60 на 40. Да, вот, Антон Геннадьевич, мы приняли решение по изменению распределения доходов от акцизов 2 года назад в достаточно сложных экономических условиях. Сейчас ситуация меняется, у нас и прогнозы ВВП меняются к лучшему, и наполняемость федерального бюджета становится лучше. Доходы бюджета увеличились на сколько по сравнению с прошлым годом? На 26%? Да. На 26%. Что касается федеральных трасс и трасс местного и регионального значения, федеральные трассы у нас приведены в нормативное состояние в объеме примерно 77%, да? А региональные где-то 46-52%.
Разница очень большая. Сколько региональных? Геннадий Владимирович, еще меньше, порядка 34. 42 будет по концу этого 34, года. 42. Значит, поэтому, конечно, нам нужно сохранить набранный темп по федеральным трассам, но нельзя уж слишком опускать и пустить совсем региональные дороги. Поэтому то, что вы сказали, наверное, это правильно, то есть не наверное, точно правильно, но вот это перераспределение, опять в рамках налоговой системы, не должно быть таким, когда вы им акцизы оставите, но где-то отщепнете у них настолько, что им опять на дороге денег не останется. Поэтому вы когда собирались вот это предложение сформулировать? Значит, в соответствии с планами по совершенствованию налоговой системы мы должны в этом году подготовить предложение, в следующем году принять законодательство по налогам, а в 2019 году уже реализовать. Опять 19 год. Очень хорошо. Дмитрий Анатольевич, я вас прошу отдельно по этому вопросу с коллегами поработать. Я сейчас не буду определять сколько, но точно совершенно нужно часть средств, которые мы забрали из этих акцизов, перераспределить в пользу регионов. Хотя бы один рубль туда добавить. Проработаем потом окончательно. Наложим предложение, что можно было бы сделать для увеличения региональной составляющей. Да. 50 копеек, рубль, я не знаю. Ну вот подумайте, ладно? Антон Ильич, я вас прошу, вот поработать именно в этом плане. Иначе мы уйдем на 19-й, потом будет 20-й, 25-й и будем на телегах там ездить. И там невозможно будет вообще передвигаться. Они деградируют, эти дорожные сети. На это нужно обратить внимание.